Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Вы давно просили выполнить аппаратный маникюр на себе. Будем делать эту красоту. Поехали! Не поверите, но это еще мои предновогодние ногти. С ними я проходила 1,5 месяца, потом выполнила коррекцию по-быстрому, ее называю ленивой, в прямом эфире, и эфир сохранен на страничке в Instagram Nails Sacramel. Можете посмотреть, если вам интересно, как быстро можно выполнить коррекцию. Эти ногти мы еще вместе с вами наращивали в одном из роликов. Помните, тут были снежинки сверху, я их позже спилила и просто перекрыла топом. Что самое интересное, за все время носки эти ногти мне не надоели. Мои натуральные отросли благодаря коррекции. И теперь выполним покрытие на них. Признаться, я уже отвыкла от короткой длины, поэтому для меня это будет такой эксперимент. Я покажу, как выполнять покрытие с выравниванием базой. Похожу немного с этими ногтями, а затем снова наращу себе длину, потому что к ней уже привыкла. Снимаю твердосплавной насадкой старый материал до тонкой-тонкой подложки. Кутикула у меня не сильно нарастает, поэтому выполним маникюр при помощи аппарата и ножниц. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, раскрывая карман. Это позволит сделать глубокий маникюр. Придаю форму. Конечно, мне по душе больше миндаль, но для такой короткой длины пока его сделать невозможно, поэтому опиливаем скво-овал. Это не квадрат с привычным перпендикулярным свободным краем, а свободный край округлый. И он повторяет изгиб, как у кутикулы. Получается такая зеркальная форма. Важно тщательно замотировать ногтевую пластину в том месте, где она отросла, убрать переход между натуральным ногтем и искусственным материалом, а также зашлифовать все имеющиеся отслойки. Их можно заметить по белесой окантовке. По ней мы идем пилкой, и отслойка постепенно уходит. Для приподнятия кутикулы и зачистки птеригия буду использовать насадку пламя с красной насечкой. Для новичков она будет более безопасной, но насадку мы подбираем под тип кожи клиента. Если она сухая, грубая, то можно взять синий абразив насадки. Работаем мы всегда плоскостью насадки. Прижимаем ее к коже, минимально касаясь ногтя. Безусловно, мы идем по нему, но без сильного давления. И самый важный критерий при выполнении аппаратной обработки – это опора мизинцем правой руки, если вы правша. Без опоры ничего не получится и 100% будут пропилы. Важно идти небольшими стежковыми движениями, не делаем длинные. Чем длиннее движение, тем глубже насадка в ногте. Будьте предельно аккуратны. После того, как обработали все левые стороны, приступаем к обработке правых. Для этого нам нужно переключить направление вращения, реверс, и идем слева направо. Насадка у нас должна всегда работать на сопротивление. И в этот раз сначала насадка становится параллельно кутикуле, а затем описывает окружность правого синуса. Нужно постоянно оттягивать кожу в том месте, где вы работаете. Мне помогает большой палец этой же руки. Не забываем про обработку боковых валиков. Шлифуем из стороны в сторону, вверх-вниз. Также можно совершить следующее движение. Приподнимаем кутикулу, так называемую юбочку, для того, чтобы посмотреть, все ли чисто внутри. Движение справа налево в положении реверс. Для среза буду использовать стандартные ножницы с колечками. Беру удобным захватом и, самое главное, располагаем их перпендикулярно ногтевой пластине. Не торопитесь, срезайте небольшие фрагменты по 2 мм, тогда вам удастся срезать единой полосочкой. С маникюром закончено, не все так сложно, как может показаться. Нужно просто тренироваться, практиковаться, и все получится. А мы приступаем к покрытию. Обезжириваю ногтевую пластину щеточкой, то есть щетку окунаю в жидкость с обезжиривателем и прохожусь по ногтевой пластине. Получается двойное действие. Щетка убирает пыль и плюс обезжиривает. Не обойтись без подготовительных препаратов. На самом деле ногти у меня проблемные и материалы не очень хорошо носятся, поэтому без праймера не обойтись. После того, как праймер немного подсох, наношу базовое покрытие тонким слоем, потому что впоследствии будет выравнивание камуфлирующей базой. Обратили внимание, что и на этом этапе я делаю опору мизинцем. Если ее не делать, то велика вероятность того, что рука дрогнется и 100% будет затек.
Средний, конечно, мы не будем оставлять таким коротким, и его донарастим. У нас получается видео все в одном: и аппаратный маникюр, и покрытие, и выравнивание, и еще наращивание. В принципе, как все и бывает в жизни. Есть клиенты, которые приходят со сломанным ногтем, и нужно как-то его чинить. Так вот, рассказываю. Наша задача сейчас вырезать насечки для того, чтобы форма повторила изгиб натурального ногтя. Я не стала убирать полностью длину свободного края, потому что хочу сделать а-ля натуральный ноготь. Посмотрела при помощи измерителя, насколько мне нужно выложить, чтобы не выкладывать лишнего, много не пилить. И использую для выкладки молочный гель. Он приблизительно повторяет цвет натуральной пластины и при перевороте изнутри не будет так сильно выделяться, например, как просто камуфлирующий материал. Подложка у нас очень тонкая, поэтому важно снять форму, ее не повредив. Для этого я зажимаю, отклеиваю задние ушки и всегда формочку снимаем вниз. Подровняем форму, а выравнивание выполним камуфлирующей базой. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Использую базу со стекловолокном. Она будет армирующей и хорошо стоять на ногтях, в том числе немного изгибаться. Не заметила я волосинку на безымянном пальце на свободном крае, теперь буду знать, что под покрытием у меня замурован волос. Кстати, часто такое бывает, что со стороны клиента видно какие-то волосинки, а со стороны мастера нет. И клиент тебе утверждает, там есть волосинка, а ты говоришь, вроде и нету. Интересно получается, что если перевернуть палец, так как смотрит клиент, ты ее можешь заметить. Если у вас тоже был такой случай, ставьте пальчик вверх. Сначала я промазываю ногтевую пластину для увлажнения, затем ставлю объемную каплю кутикуле. Ногти у меня вверх растущие, трамплины, поэтому объем требуется в этой зоне. После полимеризации можно увидеть, что база немного сгибается вместе с натуральным ногтем, это как раз говорит о ее армировании. Но меня не устраивает плотность цвета, потому что я хочу оставить камуфляжное покрытие, поэтому сейчас вместо цвета наношу тонкий слой базы. Практически без выравнивания, немного тонкой кистью помогаю создать ровную поверхность. Можно даже перевернуть. Все покрыла. Розовые ногти получились, красивый цвет, люблю светлые оттенки на ногтях. И теперь выполняем дизайн. У нас будет несложный и использую слайдеры. Вырезаю красивые орнаменты. Эти слайдеры, кстати, покупала на Wildberries. Размочила и при помощи штампа переношу слайдер на ногтевую пластину. Остаются некоторые воздушные полосочки, их разглаживаю силиконовым копытцем. Да, так называется этот инструмент. Убираем остатки. Очень удобно штампом переносить слайдер дизайн, он не будет заминаться. Покрываю глянцевым топом с небольшим довыравниванием. Таким образом слайдер будет носиться хорошо. Топ без липкого слоя, но поскольку сейчас я буду делать втирку, прохожусь салфеткой с обезжиривателем. Использую набор золотистых втирок, который я купила на AliExpress, и при помощи спонжика втираю там, где запланировал дизайн. Недавно я выполняла такой дизайн в одном из своих прямых эфиров, мне он очень понравился и хотела сделать его на себе. Рисую густым топом полоски и ставлю точки прямо по втирке. Хорошо просушиваем. После этого беру салфетку с обезжиривателем и стираю всю лишнюю втирку. У нас получается такая блестящая, красивая полосочка. После того, как все сделала, прохожусь по торцам пилкой для большей четкости, потому что свободный край получился округлым, нечетким. И немного выпилим натуральный ноготь изнутри. Например, большой сильно скручивается, убираю провисшую стенку, безымянный сильно скручивается, поправляю его.
и то, что у нас получилось. Понравился результат? Хотите видеть продолжение, как делаю маникюр самой себе левой? Ставьте пальчик вверх, смотрите и другие ролики по этой теме. Но я желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!